Добрый вечер. Это, как всегда, в понедельник, в 8 часов вечера по Москве программа «Полный альбац». Мы сейчас записываем и ведем итоговые выпуски 2024 года. Веселого мало, сразу скажу, потому что когда на наших глазах наше государство, для кого-то бывшее, для кого-то действующее, продолжает каждый день убивать украинцев, это, конечно, не оставляет много места ни для оптимизма, ни для поздравлений. Собственно, знаете, я всегда задалась вопросом, как люди, которые жили около Аушвица, в деревне Освенцим, она так называлась по-польски, так вот, как там люди посылали друг другу поздравления на Рождество, в то время как рядом с ними десятки тысяч людей сжигали в печах. Вот, я, честно сказать, себя чувствую, в эти праздничные дни, примерно вот так. Потому что, с одной стороны, хочется послать поздравления кого-то с Ханукой, кого-то с Рождеством, кого-то с Новым годом, а с другой стороны, ты себе говоришь: "Ага, я поздравляю людей", а в это время, в Украине, в Одессе, в Запорожье, в Харькове везде погибают люди, погибают дети. И это, кошмар этот, который длится уже скоро 3 года, совершенно непереносим. И с каждым днем, а уж что переживают люди в Украине, которые оказались зимой без света, без тепла, без работающих насосов, даже при том, что украинцы научились очень быстро все восстанавливать, и тем не менее, просто страшно об этом думать. Сегодня у меня замечательный гость. Его зовут Илья Колмановский. Многие из вас его знают, потому что я надеюсь, что вы слушаете его подкаст и телеграм-канал, читаете "Голый землекоп". Илья Колмановский, наверное, самый известный российский научный журналист, или, во всяком случае, научный журналист, который пишет по-русски. Во все времена в Советском Союзе и в России реально настоящих научных журналистов было чрезвычайно мало. Это была очень трудная работа, я это знаю, потому что начинала именно как научный журналист. И поэтому я совершенно получаю абсолютное удовольствие, когда удается поговорить с Ильей. Илья, добрый день. Здрасте, Женя, спасибо огромное и спасибо, что пригласили. Илья, поскольку мы подводим итоги 2024 года, то, если вы позволите, я сначала вас спрошу об этом вот нашумевшем докладе Конгресса США, о котором все писали, и особенно почему-то особенно пристально на это обратило внимание русскоязычное блоговое сообщество, которые все, значит, пересказывали этот доклад, все анализировали. И при том, что можно было посмотреть на некоторые фамилии, которые подписали этот доклад, как, например, госпожа Грин, и задаться уже вопросом, что-то тут не очень понятно. Но М. тем не менее, ну, там совершенно зоологические люди, которые, значит, по невежеству, которые входили в том числе в эту комиссию, и которые были призваны доказать, что все, что делали демократы Байдена, они все делали неправильно, а поэтому, значит, надо и Фаучи, и всех остальных отправить в тюрьму. Но А тем все, не что менее, делал Трамп, все правильно, да, в том ну, числе естественно, гидроксихлорохинон. это то, что он советовал, Да, это вот да. это чистящее средство, он считал, что Да, этот хорошо доклад, в для... общем, можно не читать, там больше ничего нет, да, кроме вот этих двух основных идей. И Но там, да, продолжайте. есть вот эта главная идея, которую все цитируют, во всяком случае, в русскоязычной прессе. Я не видела ничего на эту тему в американской прессе, или почти ничего. Это то, что все-таки это вирус, который стал ковидом, который вызывает болезнь ковид, он появился в лабораторных условиях в Китае. Я напомню вам, Илья, что когда мы разговаривали с вами на эту тему года 3 назад на этом же канале, и слушатели, читатели могут найти линк, мы его обязательно дадим, в описании этой программы. Тогда как раз появилось письмо, по-моему, 30 американских ученых, которые тоже говорили о том, что, похоже, есть основания думать об искусственном происхождении. Не совсем такая формулировка. Они говорили, что, эта версия несправедливо недоисследована. Да, еще Мгм. более мягкая формулировка, что нам нужна комиссия, которая будет расследовать эту версию лабораторной утечки.
Но продолжайте, да. И вот комиссия Конгресса провела исследование, пришла к выводу, что, это вирус, который убежал из лаборатории. Ну да, смотрите, вот здесь есть вот эта пищевая цепочка от, какого-то вот, ну, научного разговора, в котором есть свои формулировки, свои аргументы, разговор профессионалов, попытка в чем то разобраться. Дальше до того, как это обсуждают какие-то взвешенные газеты, ну, какие-то с репутацией, и дальше до политиков. А дальше, кажется, еще русскоязычных блогов, на которых моих усилий обозревателя все таки не хватает, а вы все-таки не зря столб нашей профессии и терпеливый человек. Я уже даже не буду вас спрашивать, что вы там прочитали, но ну, давайте тогда начнем вот в этой пищевой цепочке по порядку. Про что там спор? Там, кстати, политика тоже сыграла роль в какой-то момент и повлияла на ученых, потому что когда пандемия началась, администрация Трампа сходу объявила, что это биологическое оружие, которое разрабатывали китайцы. Поэтому в научных кругах, людей, которые, ну, ценят свое слово, где слово чего-то весит, да, и где любое утверждение должно быть опубликовано в журнале, где его будут проверять независимые слепые рецензенты, недоброжелательные судьи, которые не знают, кто сделал это утверждение, но будут проверять, как оно обосновано. Так в науке накапливается постепенно истина и отсекается постепенно ложь с готовностью в любой момент все это пересмотреть заново, если будут новые доказательства. Так вот, в такого рода кругах, моя работа наблюдать вот за этими людьми. Считалось неприличным вообще смотреть в эту сторону, просто потому что любое движение как бы в эту сторону будет лить воду на мельницу подлецов, да, на этот хайп и бессмысленное такое политическое, ну, влияние на вопросы, которые должна решать наука. Что произошло, да, потому что нас всех интересует в конечном счете одна вещь: как сделать так, чтобы этого больше не было. Нас интересует, как нас атакуют природные вирусы. Мы не ждем от них ничего хорошего, а ждем новых опасных пандемий. И нас очень интересует, как мы работаем в лабораториях с опасными вирусами, как сделать, чтобы они оттуда не убегали, и тем более, как сделать так, чтобы никому не пришло в голову, делать их более опасными в лаборатории. И первые много месяцев прошли под знаком такого монолитного консенсуса, что в сторону лабораторной утечки мы даже и смотреть не будем. Потому что мы хорошо знаем, еще раз, что вирусы, как правило, имеют природное очаговое происхождение, уже так много раз было. Мы хорошо знаем, что у человека есть 4 простудных коронавируса, которые каждый когда-то входили в нашу популяцию в результате разрушительных пандемий. Про одну из них ученые, кажется, провели расследование, кажется, есть консенсус, что это был знаменитый русский грипп конца XIX века. У нас про это есть отдельный выпуск. На самом деле, видимо, это был вот последний из наших 4 простудных коронавирусов. С годами они делаются безобиднее, вызывают, вот как в нашем случае, сезонную простуду. Но в 21 веке уже был довольно разрушительный коронавирус SARS 2003, который унес много жизней, и там хорошо известно, как это происходило, как он переходил от летучих мышей, были найдены промежуточные хозяева, другие млекопитающие. И мы все представляем, как это работает. Вот эта уханьская группа, про которую все говорят, уханьская лаборатория, неоднократно выезжала на вспышки в Юннань. Это провинция, которая находится в 1000 километров от Ухани, где большая концентрация этих летучих мышей. Есть причины, почему эти летучие мыши являются природно-очаговым резервуаром. Они удивительные организмы, они хорошо живут с 3-4 коронавирусами в крови и не болеют при этом. И нас, кстати, интересует, как бы нам стать немножечко как летучие мыши, придумать какие-то лекарства такого рода, которые нас будут менять так, чтобы мы не убивали сами себя цитокиновым штормом. Летучие мыши это умеют. Но, по прошествии примерно полугода, здесь и там я стал слышать голоса и в личных моих разговорах разные ученые в серьезных университетах, с серьезными рейтингами, которые не занимаются ерундой. И, знаете, иногда даже нобелевские лауреаты сходят с ума и начинают заниматься чем-то, что вне сферы их специализации. Но здесь я говорю про серьезных людей, которые не бросают слова на ветер, которые стали говорить, что вообще-то говоря, нет никаких причин полностью исключать эту версию, да. Стало понятно, что вот в этой лаборатории, профессорки Жен Ли Ши,
лаборатория 4-го уровня защиты, большая коллекция коронавирусов, может быть, самая большая, по крайней мере, в Китае. Это первое. И второе, что всех очень заботит, и вот тут есть консенсус, что так нельзя больше делать, была международная организация, которую возглавлял такой Питер Дашек, которая финансировала, ну, то есть через деньги правительства США, финансировала в разных странах мониторинг вирусов. Это то, что мы должны делать. Мы должны выделять из животных природные штаммы разных вирусов, вирусы гриппа, коронавируса. Мы должны содержать их в лаборатории и исследовать их, чтобы понять, какой из десятков тысяч собранных нами вирусов может иметь пандемический потенциал и наблюдать за ними. Мы не можем просто пустить этот процесс на самотек. Мы должны иметь возможность предсказать, где в следующий раз рванет. И критики стали говорить, что в лабораториях, которые финансировал этот альянс, нормальной практикой были эксперименты по усилению функции коронавирусов, где опасные вирусы в ходе эксперимента мы пытаемся сделать более опасными. И так делали в разных местах и в разных лабораториях. Это когда мы пытаемся заразить вирусами животных человеческие клетки. Как правило, ничего не получается, и можно сказать, что значит эти вирусы не опасны, и про них можно забыть. Но можно попробовать сделать следующее. Если что-то получилось, если 1% клеток все-таки заразился и стал производить вирусные частицы, можно взять эти вирусные частицы и попробовать заново заразить их в новой чашке Петри, еще раз человеческие клетки, и, может быть, дело пойдет получше. Сейчас это звучит совершенно безумно, но этот процесс повторяется 10 раз в рамках этого протокола. В попытке усилить их функцию, увидеть, есть ли у них пандемический потенциал. Я сейчас приведу быстрый пример, мы на секунду отвлечемся, потом вернемся в эту уханьскую лабораторию. Вот сегодня ученых чрезвычайно беспокоят те штаммы гриппа, которые есть у птиц. В принципе, все пандемические штаммы гриппа исторически когда-то происходят из птиц. Кстати, по той же причине птицы, вот эти перелетные животные, они имеют особый метаболизм, у них повышенная температура, и в них живет много штаммов вирусов, и они их умеют так придавливать температурой, собственно, повышенной, и не болеть, и не умирать. Но мы видим распространение штамма, который потенциально опасен, который начал заражать млекопитающих, а именно коров. И вот на прошлой неделе вышло исследование, которое показывает, что этому штамму достаточно одной мутации, одной замены в его геноме, чтобы он стал заразен от человека к человеку. И это может быть чрезвычайно серьезно. Как это можно узнать? Это можно узнать, если собирать коллекции этих вирусов и их исследовать в защищенных лабораториях. Беда в том, что утечки из таких лабораторий исторически являются скорее нормой, чем исключением, потому что люди делают ошибки. И, в частности, предыдущий коронавирус, SARS-2003, уже после того, как была подавлена эпидемия, унесшая много жизней, была утечка из лаборатории в Пекине, которая унесла жизни 7 человек. Потому что Пекин – это большой город, и если ты делаешь ошибку и что-то случается, там очень быстро есть риск заразить людей. Ухань – это огромный город, и Новосибирск – это большой город, где Вектор и где военный этот, ну, такой double purpose как бы завод и Вектор — это тот, научно-исследовательский который центр. пытался делать, вакцину, и у них ничего не получилось. Да, но он больше известен тем, что там хранится это одно из 2 мест в мире, где хранится вирус оспы, как в Атланте в США. Оспу подавили, да, вот у нас с вами на плече есть значок, да, от того, что нам делали прививку. А вот у моей жены уже нет, она чуть-чуть помоложе, потому что оспа была полностью уничтожена. А штаммы хранятся в лабораториях с идеей, что если где-нибудь снова она возникнет природно-очагово, то мы быстро сможем произвести вакцину. В этом идея. Но еще, наверное, идея в том, что две противостоящие страны не хотят каждая первой уничтожать этот штамм. Хотя, с другой стороны, идея биологического оружия, идея, что мы будем заражать противника оспой, она глубоко безумная, да, потому что невозможно это сделать так, чтобы это оружие не выстрелило тебе в ногу. Ты заразишь и Ну, своих только тоже. если у тебя этим не занимается диктатор, которому совершенно плевать, как мы видим с Путиным,
сколько сотен тысяч своих сограждан он положит Он ради не своих может рассчитывать, безумцев. что он спрячется в бункере от этого, с другой стороны. И он же ведь параноик, его ездит со своим биотуалетом. Почему? Потому что он верит, что, взяв его гены, можно сделать специальный вирус, который убьет его. Но это неправда. Это невозможно, к сожалению. Там есть комбинация вот таких верований, да, суеверий, и немножечко науки, да, потому что в наше время не бывает людей, которые просто верят в сушеных жаб. Там надо всегда впарить немножечко какой-то наны. Помните, 20 лет назад вот у них была нана, да, чтобы встать с колен и догнать Запад. Ее всю разворовали, а теперь ведь у них омолаживание. И там Мгм. интересно, как у них это устроено, потому что сейчас всех трясут срочно заводить голых землекопов. Они бросились заводить голых землекопов у себя, чтобы найти секрет вечной молодости. И там интересно, они же ведь одной частью извилины своей понимают, что все это фуфло и показуха, а другой, они, наверное, верят, что есть какой-то 1% сливок, которые они все-таки используют и сами омолодятся. Как-то там такое синкретическое мышление, вот как бывает у разных доисторических культур. Но мы отвлеклись. Я хотел сказать просто, что история с безопасностью в таких лабораториях чрезвычайно важна. Если возвращаться к научному спору, к научным про эту дискуссии, там так вышло, что действительно Алина Чан из Broad Institute, она была таким молодым диссидентом. Во-первых, женщиной, во-вторых, с очень низкостоящей в иерархии, которые очень клевали действительно. В частности, мне она давала интервью вот так же в зуме, только с черным экраном, чтобы не было видно ее внешности. Она действительно опасалась, были какие-то угрозы. Но в итоге она пробила стену, и она добилась подписания циркуляра большого количества авторитетных ученых, которые все говорили, что аргумент этой расследовательской группы была прям группа таких блогеров, которые стали следить за разными вещами, за геолокацией телефонов сотрудников этой компании через Apple. Просто можно было посмотреть. Было видно, что лаборатория эта в Ухане в октябре на 3 дня была полностью закрыта. Это действительно немножко подозрительно. Это могло, может быть, с признаком утечки. А, Дальше этого дела не пошло. То есть, всех, evidence, да, всех доказательств, которые удалось насобирать, хватает на то, чтобы, если говорить научным языком, сказать, что мы сильно недоисследовали эту версию. Мои собеседники тогда, 3 года назад, говорили мне, вот я говорил и с ней, и с разными другими вирусологами, что просто очень не хватало бы нормальной комиссии с мандатом. Там есть вопрос весь в мандате, что мы решили все вместе, что мы сейчас кому-то поручим, а потом всерьез посмотрим. И это важно, несмотря на то, что коммуняки, они же как бы всегда будут делать то, что им положено, да, а они будут делать морду кирпичом и врать. И это само по себе ни на что не указывает, как бы смешным образом, да. Это не говорит о том, что они точно скрывают утечку, потому что они так будут вести себя в любом, случае. Хоть была там утечка, хоть у них случилась действительно передача, может быть, через зверофермы, может быть, через енотовидных собак, как сейчас считают, на рынок. Да, вот была статья одного вирусолога, который считал, что он прямо доказал, что это через рынок произошло, но потом ее очень сильно тоже разгромили. Там плохая наука, недостаточно крепкая. Но если была бы комиссия, был бы мандат, комиссия начала бы опрашивать разных людей, которые были в переписке с этой лабораторией в те месяцы, до того, как упал действительно железный занавес, когда китайские ученые общались довольно свободно с коллегами за границей. Если мы могли бы вместе посмотреть на закупки этой лаборатории, можно и за границей это делать тоже. Ну, какой-то асинт, да, здесь чего-то мог бы нам сказать. Вот этого не произошло в итоге, да. Нельзя ожидать от Китая, что он будет сотрудничать. Но в итоге так ВОЗ и ныне там была Тогда на чем основывается заключение комиссии Конгресса? на статье в Нью-Йорк Таймс, которая цитирует Алину Чан. От того самого момента 3 года назад, когда просто было письмо группы ученых. Это единственное, что там есть как бы substantial. Substance там никакого нету.
Больше нет ничего. Им этого достаточно, чтобы просто дальше быстро идти по перечню всего, что они хотят сказать, действительно про то, как все плохо сделали при Байдене и как хорошо делал тогда Трамп. Больше ничего нет. ВОЗ и ныне там. У меня была история про синхронного переводчика, который сидел в кабинке и сказал по-английски: «Всемирная организация здравоохранения ничего не делает». ВОЗ и ныне там. Он перевел Да. русскоязычную фразу. А, Был большой ну скандал. да. Всемирная организация Да, здравоохранения, да. да, Мгм. да. Но И это не сдвинулось с места. Я хочу быстро сказать, что, может быть, мы точно и не узнаем, как принято говорить вот, у моих бывших соотечественников. Всей правды мы никогда и не узнаем. Но на самом деле, лучше всего это сказал другой мой собеседник, профессор из Стэнфорда, что в некотором смысле это не так важно, потому что это 2 стороны одной медали. Очень вероятно, что произошло либо одно, либо другое из этого. Чем больше нам будут грозить пандемические вирусы, тем больше мы будем строить таких лабораторий. И нам надо понимать, что нельзя строить их в больших городах. Нельзя проводить эксперименты по усилению функции. Нельзя пересеивать эти вирусы в человеческих в клетках. Нам Бостоне, в нужны центре другие города. способы. Нам Мгм. нужны другие способы анализировать эти вирусы с пандемическим потенциалом. Может быть, нам поможет теперь AI, который может проводить эксперименты у себя в голове in silico. Нам надо быть очень внимательными с тем, как мы работаем с вирусами, а также нам надо, безусловно, ждать новых вторжений со стороны природно-очаговых вирусов. Илья, значит, если вот можно, давайте мы попытаемся вот сформулировать вывод из того, что вы очень интересно рассказывали. Итак, первое. Вирус не имеет искусственного происхождения. Это А, вирус естественный, да? Внутри науки нет спора на эту тему, да, внутри науки никто не считает, что кто-то специально сварил вирус, чтобы навредить кому бы то ни было. Внутри науки есть спор о том, была ли это утечка из коллекции природно-очаговых вирусов в лаборатории, которые, возможно, могли или не могли подвергаться модификации в рамках экспериментов по усилению функции. Мгм. Продолжайте, да. Поняла. Значит, это не искусство, вирус не имеет искусственного происхождения. Второе. Комиссия, так называемая комиссия Конгресса США, никаких новых научных данных не получила, и она основывается на всех тех подозрениях, возможно, в какой-то степени справедливых, которые возникли еще там 3 года назад. Так? Усиленных ревербераций в газетах, да, они вот взяли что-то из газет, и это то, что они называют научным расследованием. Но никаких новых научных данных у них нет. У них нет, все верно. Нет. Так. Третье. Мы можем утверждать, основываясь на большом материале, в том числе экскавации трупов тех, кто погиб от инфлюенции еще, значит, в Первую мировую войну, Вы помните, Женя, у что нас с вами были про это да, совместное сотрудничество 15 лет назад. Да, речь шла, я писал для вас про это, вы да, были редактором. в New Times, да. Да, Мгм. да, о том, как действительно, помните, речь идет о том, что тогда они выкапывали трупы из вечной Да, мерзлоты, да. погибших от испанки, и они говорили про тогдашний очень опасный птичий грипп, который имел смертельность 30%, но не заразен между людьми. Это обычное дело, что когда только-только от птиц передается вирус, он не заразен между людьми, но очень сильно убивает, а потом постепенно делается более заразным и менее смертельным. Вот испанка – это самый заразный вирус в истории, но с очень низкой смертельностью. Там так много умерло людей, потому что просто заболели одновременно все. Ну и, соответственно, там если 1% умрет, а тогда, может быть, даже больше умерло, то это, ну, катастрофа. Это огромная-огромная смертность, больницы перегружены. Тогда не было антибиотиков, чтобы лечить осложнения после гриппа. Не могли просто налить физраствор людям, да, поэтому очень много умерло. Так вот, они сравнивали испанку, наоборот, самый заразный грипп в истории, с тем птичьим гриппом, который тогда всех беспокоил 15 лет назад, самым смертельным гриппом, и они обнаружили, что нужно всего 2 замены в геноме вот, этого самого смертельного, чтобы он стал таким же заразным, как испанка. Я вас перебил. Мгм. Да, спасибо вам большое. То есть самое главное заключается в том, что ковид не уникален, да? Что такие, что вот наблюдения показывают, включая знаменитую эту испанку, что это так или иначе в основе птичий грипп, птичий вирус, вирус птиц, Или и они летучей машиной, или или летучей машиной. 2 да, основных угрозы.
Ну, так я понимаю, с испанкой там перелетные птицы, они летели над Канзасом, и, собственно, оттуда пошла испанка по всем Соединенным Штатам и убила кучу людей в Пенсильвании, Ну да, которые там готовились к очень эвакуации. важный путь это от диких птиц к сельскохозяйственным птицам. И с тех пор у нас Мгм. же просто миллиарды и миллиарды, ну, несопоставимая мощность нашего сельского хозяйства и в производстве свиней, и в производстве птиц. И, например, зверофермы– это всякие норки и вот мех, который на зверофермах. Это все очень страшные места, потому что там есть эти разные животные и очень высокая частота передачи между ними, потому что они близко сидят. А с каждой передачей это новое поколение вируса, новый шанс его эволюции. Такое казино с очень высокими шансами выиграть для Да. ви И, то есть я веду к тому, что в этом смысле уникальности а, ко- а, вируса, который вызывает ковид, нет. Да? Совсем нет. Ну, это сейчас цинично прозвучит, но, мы легко отделались, хотя понятно, что мы потеряли много очень дорогих нам людей, это миллионы людей, но могло быть гораздо хуже. В этом смысле интересно, что у нас нету вот этой как бы научной фантастики или голливудского фикшн про вирус, который имеет смертельность всего 1%, как ковид, да. Этого фильма нам никто не показывал до пандемии. Нам показывали про 15%, да. На это люди реагируют очень быстро, и когда такое случится, наоборот, все страшно захотят хоть вакцину, хоть, змеиное масло. Да, там интересно же работает сознание. Мы очень много узнали про человеческий мозг в этой пандемии, про то, как люди реагируют, да. Ну, самый большой эксперимент в этом смысле над людьми– это повторение известных нам лабораторных экспериментов про недооценку бездействия. Простите, если я повторяю это просто в каждом интервью, но это очень важная иллюзия, да, когда на тебя движется угроза, ставки высоки, можно много проиграть, опасность большая, у тебя есть выбор из разных возможностей, что сейчас делать. Налево пойдешь, коня потеряешь, направо голову сложишь. Вот этот вариант остаться на месте и ничего не делать кажется чрезвычайно привлекательным нашему мозгу, потому что все кажется рискованно. И в этот момент ты не взвешиваешь цену, которую ты заплатишь за то, что ты ничего не будешь делать. И это недооценка бездействия, да, это то, почему нации не смогли массово привиться, кроме каких-то редких исключений, вроде, может быть, Португалии. Я думаю, тут не надо быть ни глупым человеком, ни ограниченным. Надо просто быть человеком, у которого в голове мозг. В этом наша единственная вина. Так он с нами работает. И На во время каждого из нас пандемии, найдется такая угроза, и на вас, Женя, и на меня, при которой мы также себя поведем. Когда мы замрем и побоимся полететь на вертолете, который уже в третий раз присылает за нами Господь Бог, как в том анекдоте. и особенно после, много шло споров. Была так называемая шведская модель отношения к Полное отсутствие пандемии. карантина, в смысле. Да, и приводили пример, что модель, которая была принята в Соединенных Штатах и в Германии значительно жестче и так далее, когда И Китай, где очень и жесткий Китай карантин. очень жесткий И очень массовая карантин. вакцинация. Вот я перестала в какой-то момент за этими данными следить, но тогда много спорили на эту тему. Скажите, пожалуйста, а сейчас все-таки понятно, какая модель была рациональнее или Идеальной модели нету, но, ученые, с которыми я говорю, придают по-прежнему большое значение всем перечисленным мерам. Просто, ученые не отвечают за социологию, за поведение людей. Тут главный вывод должны были бы сделать люди, которые изучают то, как ведут себя люди. Эта наука должна максимально финансироваться в ближайшие годы, чтобы спастись и от инфекций, и от правых диктатур, и от разных других вещей. Что-то, что можно сделать, как-то манипулируя поведением людьми, чтобы они вели себя не безумно и вели себя по-взрослому. Китай То есть заплатил свою це Китай заплатил свою смысл цену. Китай заплатил свою цену, потому что, да, они всех заперли в карантин, и да, они всех очень массово привили, но поскольку это коммунизм, и механизм принятия решения у них, связан с ЦК, а не с конкуренцией мнений и научной дискуссией, то произошло 2 вещи. В карантине они все не получили какого-то массового иммунитета от инфекции, а привили их плохой вакциной массово.
у них были вакцины вроде «Спутника» и «AstraZeneca», но вместо этого они всех привили вакциной вроде «Ковивака». А когда пришел омикрон, оказалось, что этот их «Ковивак» не работает, а иммунитета инфекционного у них нет, и там была чудовищная смертность. И это одна история, да. И, в принципе, когда у вас такой жесткий карантин, вирус это тоже очень любит, потому что получается, что у вас, ну, правительство и врачи с одной стороны, и люди с другой находятся по разные стороны баррикад, у них противостояние. И вирусу это чрезвычайно на руку, потому что люди ищут лазейку. И когда происходит пробой, когда они нашли способ выбраться из карантина и заразиться, то дальше будет гораздо более стремительная вспышка с очень плохой кривой, и будет перегрузка системы здравоохранения. Не будет вот этого. Помните, мы все хотели сплющить кривую, все говорили в первые месяцы. Мы знаем, что все тут заболеют, знаем, что многие будут умирать. Мы хотим просто сплющить кривую, чтобы это происходило более плавно, чтобы система здравоохранения была не перегружена. И это одна история, это история про Китай. История про Швецию и Норвегию в итоге была закрыта, потому что, ну, дискуссия, потому что потом в итоге они все получили примерно ту же смертность, и примерно все то же самое. В итоге все поперезаражались и поумирали примерно в том же количестве. В этом нету больших плюсов у этого. Понятно, что если мы можем действовать сообща, действовать разумно, действовать договорившись, снизить, увеличить социальную дистанцию по максимуму, закрыть места, где передача очень быстрая, вроде школ. Школы для любой инфекции — это самый главный хаб, и потом все заразятся, все члены семьи, особенно пожилые, которых надо беречь больше всего в этой ситуации. В итоге, нам надо держать социальную дистанцию. Маски, подтвердили свою эффективность, мытье рук подтвердило свою эффективность. Вопрос, сколько процентов. Мне не жалко заплатить такую цену в виде маски за 8% улучшения. Почему нет? Да, я не вижу издержек. Вопрос, что на другой чаше весов. Понятно, что на другой чаше весов может быть любая ситуация, когда правительство что-то делает железной рукой, оно в этом смысле тратит кредит доверия, да, оно залезает в большой кредит, и потом не возвращает его, да. Население подвергается некоторому насилию, оно должно увидеть, ради чего, и оно обычно не видит. Вот возможность авторитарно что-нибудь сделать силой, оно всегда приводит к тому, что как-то все это спружинивает, и вирус собирает все равно ту же жатву, какую и собрал бы. Нужны какие-то способы, как мы можем все сообща, хором включать мозги. И это очень сложно. И это же касается То есть вакцинации. карантин подтвердил, то есть исследование уже после, и статистика уже после окончания пандемии подтвердила, что карантин спасал жизни, хотя экономически, Карантин, вероятно. карантин в сочетании с разными другими мерами, в сочетании с тем, что люди соблюдают разные другие формы социальной изоляции, они приходят все вместе на вечеринку в этот карантин. Да, карантин, который люди принимают как что-то добровольное или хотя бы полудобровольное, когда они понимают, что нам всем это вредно, а не когда премьер-министр, как у нас в Англии, вот устраивает вечеринку в разгар пандемии, да, в разгар того времени, когда нужен карантин. А у нас в Если Москве работали, клубы ночные, и там все собирались, но при этом предварительно, что самое интересное, Илья, они, значит, было известно, кому надо позвонить, в институте Гамалея, и уколоться. Вот тогда появилась эта вакцина, и особенно богатые люди, которые могли много заплатить, причем ехали они со всего мира, они приезжали, соответственно, в Москву и получали эту самую вакцину, которая для граждан стала доступна только через много месяцев. Они все кололись ею. я, надо сказать, был среди них. Я в августе нашел мой путь по блату к первому шоту, но спутник. Но про второй шот, когда прошло нужное количество людей, мне сказали, что пока что все дали олигархам, и мне надо еще подождать чуть-чуть. Такой был Да-да-да. момент. Я думаю, это превью того, как все будет дальше в следующей пандемии. Будет сегрегация на тех, кто хочет получить вакцину первым, может получить вакцину первым, и остальных. Да.
Так, с этим мы разобрались. Теперь еще один вопрос. Вы, наверное, слышали, что в Соединенных Штатах на должность руководителя, ну, как бы мы сказали, Министерства здравоохранения, может быть утвержден, предложенный сейчас избранным президентом Трампом, значит, господин Кеннеди, который считает, что вакцины вызывают аутизм, что вакцины вредны, и что флюороид надо вообще, который, значит, здесь есть везде в воде, надо тоже запретить. Но самое главное, что он то, что мы называем антиваксер. Скажите, пожалуйста, вот опять, основываясь на той статистике, которую вы смотрели, в какой степени вакцина от ковида оказалась спасительной? Ну, там огромные цифры, речь идет про миллионы спасенных жизней. По крайней мере, в том, что касается Pfizer и Moderna, вот этих МРНК-вакцин. Про них выяснилось, как и про AstraZeneca, как и про Спутник, что они не защищают от инфекции. Особенно, ну, в контексте меняющегося штамма, меняющегося вируса, эволюционирующего вируса. У вас может быть Ковида какая-то... тоже. Да, да, поскольку он быстро эволюционировал дальше, то эти первые уколы, которые мы все получили, они действовали даже против заражения где-то полгода, но дальше они перестали действовать против заражения. Но, что гораздо важнее для нас всех, они очень сильно продолжали действовать против тяжелого течения и смерти. И это подтверждается уже трехлетним наблюдением, да, четырехлетним. Дальше понятно, что появились апдейты, и можно получить каждую осень апдейты. Я за этим тоже следил, потому что эти апдейты делают так, что организм порождает новый и новый репертуар антител и Т-клеток. Ну, вот оказалось, что в силу особенностей принципа, да, в силу принципа, на котором сделаны эти вакцины, они принципиально расширяют этот репертуар. Даже больше, чем инфекционный иммунитет, даже больше, чем иммунитет, полученный в результате инфекций. Поэтому людям советуют через несколько месяцев после инфекции, если сейчас подходящее время, если все равно есть этот апдейт, получить этот апдейт, потому что тут нет никаких издержек, нет какой-то цены, которую вы платите за то, чтобы это сделать. А выигрыш довольно вероятен. Вы, скорее всего, получите более широкий репертуар антител этих клеток. Почему важно широкий репертуар? Почему важно иметь много сортов антител, много сортов Т-клеток? Потому что когда вирус немножко поменяется, есть шанс, что, хотя что-то в нем изменилось, и какие-то участки этого шипа коронавируса иммунитет больше не будет узнавать, но нет шансов, что он поменяется так, что никакие из ваших антител, никакие из ваших Т-клеток не будут к нему прилипать. Вам достаточно, чтобы выстрелило всего лишь одно какое-то оружие из этого вашего арсенала. Если что-то из этого работает, вирус будет остановлен. И поэтому, даже если произойдет заражение, не наступит тяжелое течение или смерть. Тяжелое течение или смерть от коронавируса почти исключены в случае, если есть прививочный иммунитет. Я прививалась изначально Pfizer, потом в России, поскольку не признавался вакцины американские, спутником, потом делала бесконечные бустеры. Я в России заболела, по-моему, один раз, я точно совершенно переболела, и в Соединенных Штатах раза два я уже точно болела. То есть просто тестер показывал, Да. что у меня ковид, но это было довольно коротко, 2-3 дня, или там кашель, температура, и все. Я свято верю в важность вакцины и вакцинации, но опять, когда этот самый человек Кеннеди, представитель знаменитого политического клана американского, вообще фамилия-то очень распространенная, ирландская, но это вот именно представитель этого знаменитого политического клана. Когда он все это заявляет, и избранный президент его номинирует в качестве руководителя Департамента здравоохранения Соединенных Штатов, то тут, конечно, вздрагиваешь. Потому что ты думаешь, ну вот сейчас его должен утвердить Сенат. Еще неизвестно, утвердит, не утвердит. Пока мы видим, что от самых одиозных Сенату удается отбиваться. Но тем не менее, значит, почему-то люди даже из вашингтонской элиты верят в то, что вакцины вредны. Билл Акман,
очень известный инвестор, его жена очень известный, значит, специалист в области веб-дизайна, человек, который вкладывает много денег в образование и сам получил много денег в образование. Он тоже пишет о том, что я слежу за его твиттером, он тоже пишет о том, что вот вакцины могут приносить скорее вред, чем что-то положительное. Как вы ответите людям, которые за этим наблюдают? Ну, люди непроницаемы для аргументов, как известно, и бессмысленно пытаться убеждать аргументами. Но для тех, кто слушает это и, может быть, на нашей стороне, может быть, просто чтобы поддержать их, я скажу несколько вещей. Мне кажется, что если мы вернемся вот к нашему герою, который застрял на перекрестке, может быть, навсегда застрял, да, и так ничего и не сделал. Ему надо дальше как-то жить с этой правдой. Ему надо жить в мире, где Господь Бог присылал за ним вертолет 3 раза, и он не полетел на нем. Он выбрал остаться. В этом мире у него теперь есть некоторая проблема. С одной стороны, он думает про себя как рационального, трезвого человека, тем более, если он в Сенате, он вообще как бы слуга народа и даже немножечко отец и попечитель. С другой стороны, он делает, кажется, очевидно нерациональную вещь. Когда у тебя в голове одновременно две эти штуки, ученые называют это словом когнитивный диссонанс. Это болезненное неприятное состояние, и мозг должен нас от него защищать. У мозга есть для этого один рецепт. Он должен быть избирательно ам, чувствителен к вещам, которые подтверждают его правоту. Confirmation bias. Вот теперь получается, вот и Трамп подтверждает, что мы были правы. Вот и Кеннеди подтверждает. Но в этот момент, когда они голосуют за это, они делают немножечко менее больно себе. Да, они обезболивают некоторый внутренний диссонанс. Неважно, знают они про это или не знают. Но так устроена человеческая природа. Мы очень не любим жить в состоянии неопределенности, в состоянии какой-нибудь не очень точной э, правды, да, когда есть какие-то проценты, да, за, какие-то проценты против, допустим, может быть, даже 85% за, а дальше неопределенность. Мы очень не любим жить в этом состоянии. Нам нужно все, что подтверждает нашу правоту. Это называется confirmation bias. Я думаю, они находятся в плену этого состояния. Ну, Окей, как ну вот бы, скажите, да, это я да. понимаю. Извините, что я вас прерываю. Не-не, вы Илья, но простите. все-таки, есть ли какие-то данные, поддерживающие гипотезу, что вакцинация может вызывать аутизм у детей? Ведь наших детей Нету. начинают прививать с младенчества, так? Нету этих данных. Мы очень много привили людей большим количеством разных вакцин в мире за большое количество десятилетий. У нас очень большое количество данных, и внутри науки нету спора на эту тему. Это очень важный момент. Наука так устроена, что любой, даже если этот человек невысоко стоит в иерархии, если он увидел и понял, что где-то у вас неправильно складывается 2 и 2, в итоге он победит обязательно. Поначалу его голос будет тихим, но потом сойдет лавина. И если 2 и 2 неправильно складываются, в итоге все станут на эту сторону. Так работает поиск консенсуса в науке. Нет Нету данных, таких которые данных. показывали, что вакцинация ведет к аутизму у детей. Нет таких данных. И если вы вступите в эту дискуссию, вы можете начать просить прислать вам какие-нибудь подтверждающие аргументы, вам пришлют разные статьи, ненаучные. Вы можете попросить ссылки на научные статьи, которые проверяли слепые рецензенты. Вам, может быть, пришлет ссылку на одну, вы вобьете ее в Google. Всегда, если вам что-нибудь непонятно, вбивайте в Google и рядом слово debunk. И вы найдете сотни статей, которые объясняют, почему это неправда. Внутри научного сообщества, внутри людей, которые живут в мире доказательств, нету спора на эту тему. Есть у Понятно. Но блогеров. откуда-то же появилось это убеждение в том, и оно высказывается людьми, вполне имеющими деньги для того, чтобы читать, нанять кого-то, кто тебе прочитает за тебя научные статьи. Откуда-то появилось этот страх,
что вакцинация может, Страх происходит из той самой недооценки бездействия, когда у нас есть совершенно здоровый ребенок. Мы можем ничего не делать. Мы не понимаем, что мы заплатим за эту цену, что мы в этот момент положили вот в эту тележку много-много ведерок с разными рисками, страшных инфекций, очень опасных для него, калечащих. В момент, когда он заболеет и попадет в больницу, мы побежим за любым змеиным маслом, да, и любой, хренью, которая, как нам кто-то объяснил, может быть, чуть-чуть улучшит его шансы, даже чуть-чуть. И не будем смотреть, может быть, на тяжелые побочные эффекты этого змеиного масла, да. Всё сдвинется в другую сторону. Так работает наш мозг. Но пока это здоровый ребенок, мы считаем, что бездействие не имеет цены. Дальше страшно. А чтобы не было страшно, мы избирательно чувствительны к любым фактам, которые подтверждают, что мы были правы. Отсюда мощнейший запрос на что угодно, что подтвердит эту нашу правоту. Спасибо. Теперь, наверное, мы сможем закончить с этой темой ковида, потому что мне кажется, что вы прошлись по всем пунктам, и, во всяком случае, у наших слушателей и зрителей есть возможность подумать над тем, что вы говорите, и не принимать на веру а, всякие разные досужие слухи. Вопрос, связанный с 2024 годом. Скажите, вот в этом году, ну, были, естественно, Нобелевские премии, это я все понимаю, но тем не менее, в этом году были какие-то прорывные достижения в фундаментальных науках, и прежде всего в науках, связанных с человеком, с вашей точки зрения? Или ничего такого особого, я не знаю, как открытие ДНК, нет? Нет, было много всего. Может быть, самые не поддающиеся пока, нам — это науки про мозг, науки про то, как вот наши с вами 2 нейросети сейчас сотрудничают, разговаривают, симпатизируют друг другу. Мы знаем и верим, что Декарт был неправ, что это материальная вещь, что точно, несмотря на всю сложность того, что между нами с вами сейчас происходит, Женя, и несмотря на сложность того, как будут храняться воспоминания об этом на склад, Мгм. вся эта сложность должна сводиться к работе большого количества маленьких простых штучек. Как, мне кажется, очень красиво рассуждает про это философ Дэниел Деннет, который умер в прошлом году, который жил, кажется, в одном городе с вами. Мы хотим разобраться в этом. Но вот одну такую маленькую простую штучку ученые смогли впервые полностью описать, а именно весной была опубликована фотография, и я вам ее пришлю, вы сможете ее сейчас монтировать, где ученые смогли полностью описать все связи одного нейрона в мозжечке мозга человека. Там есть необычные нейроны, у которых тысячи связей. Это очень красивая картинка. А осенью дело дошло вообще до того, что ученые опубликовали, и тоже я хочу, чтобы вы показали сейчас эти видео и картинки, все связи полностью, целиком в мозге, всех нейронов, со всеми нейронами в мозге плодовой мушки. Полный коннектом, когда есть связи всех со всеми. И это не маленькое достижение, хотя, ну, плодовые мушки — это вот те, которые заводятся у вас в пакете с бананами. Но это страшно важные мушки, да, потому что на них строится около генетика. Еще больше 100 лет назад Томас Морган в Нью-Йорке научился их размножать, наше поколение помнит сталинистскую формулировку про весьманизм и морганизм. Ну вот, теперь мы знаем, как устроен, по крайней мере, мы видим, как устроен мозг мухи. Мы не знаем, как он устроен, но, по крайней мере, видим связи всех со всеми. Я думаю, сложность этой задачи такая, что мы поручим ее искусственному интеллекту. Ну и, наверное, все главные прорывы были связаны с работой искусственного интеллекта. Потому что, ну, мало того, что мы с вами использовали ChatGPT и Midjourney для наших нужд, ну и, кстати, я не знаю, как наши зрители, но меня ChatGPT сделал не только ленивее, но и гораздо умнее. Я смог прочитать столько сложных и длинных текстов вместе с ним, и он смог разжевать мне сложные места, но так, что в итоге я понял их своим мозгом. Вот что я ценю. Это же происходило с учеными. Они используют свои нейросети
И эти нейросети могут провести свои эксперименты у себя в мозге. И, ну, вот у нас был выпуск подкаста «Голый землекоп» в этом году про ученых, которые ищут новые антибиотики при помощи нейросетей, придумывают новые лекарства при помощи нейросетей, расшифровывают тексты, сгоревшие полностью в библиотеках после извержения вулкана Везувий, но вот в этих сгоревших котлетках нейросети могут прочитать свеженького Эпикура и расшифровывают языки животных. У нас в Англии обсуждают, что теперь мы знаем, о чем хрюкают свиньи, благодаря искусственному О чем? интеллекту. Мы узнаем в следующем году, пока они только сообщили, что они знают. В прошлом году, если вы видели, вот у вас в Америке впервые в истории по несколько месяцев прожили люди с органами, пересаженными от свиней. Это очеловеченные свиньи, у которых изменены гены так, чтобы они были немножко людьми. И мы очень ждем продолжения этих экспериментов на более здоровых добровольцев. Так что, может быть, они проживут теперь уже годами с этими новыми почками. И много разного другого. Спасибо, Илья. Но с этим же, искусственным интеллектом связаны и главные страхи этого года. Я имею в виду страхи помимо деятельности диктаторов и так далее. То есть за пределами вот этого безумия, который, как мы наблюдаем, происходит в разных точках мира. И страхи связаны именно с тем, что искусственный интеллект может сам себе ставить задачи и сам себе давать указания. Ну, Мы надо читали сказать, с вами что кучу фантастики на эту тему. Ну, надо сказать, что, возвращаясь к диктаторам, пока главные страхи связаны именно с ними, потому что это очень могущественный инструмент. И в этом году мы видели работы, которые показывают, что если пропаганду и дезинформацию пишет ChatGPT, люди верят ей гораздо лучше, чем тому, что пишут какие-нибудь кремлеботы. И мы читали, что в Кремле уже объявили, что нейросети, которые, ну, ChatGPT, который используют в мире, заражен ядом либерализма, и они разрабатывают свои собственные скрепные какие-то Яндекс.GPT или Сбер.GPT, и это не смешно, потому что действительно им больше... Когда пишут кремлеботы, мы это видим и баним их. Когда это будут писать вот эти агенты, и мне надо будет платить зарплату, и будут миллионы, и они будут писать это на любом языке, для любого пузыря, в любой точке мира, это будет страшно. Я к тому, что абстрактный страх, что AI возьмет под контроль электростанции, интернет и просто высосет из нас карбон, а, это не полностью утопический сценарий, это нельзя исключить, но гораздо быстрее, с гораздо большим рвением поуничтожаем друг друга мы, сапиенсы. Это у нас в крови, это очень естественная часть нашего алгоритма, нашей нейросети. Делать так, чтобы как можно лучше защищать наши скрепы и уничтожать всех, кто мешает милым арийским детям играть под голубым небом без голода и угроз, которые, как известно, представляют для них все соседи. Да, это я с вами совершенно согласна. Я, честно говоря, с некоторым таким ужасом смотрю на то, что происходит в этом замечательном кремлевском сообществе, и думаю о том, что если Путину хватило в кавычках ума начать убивать людей в соседней стране и при этом класть на алтарь этого своего безумия сотни тысяч, 600 тысяч безвозвратных потерь, 600-700 тысяч безвозвратных потерь в Российской Федерации, убитые и раненые. Это, конечно, фантастические совершенно цифры. Но я представила себе на секунду, что вот когда я там читаю его дружбана Михаила Ковальчука, мне становится еще страшнее. Потому что вот эти бесконечные всякие теории о том, как они сейчас чего-нибудь создадут, что убьет всех, кроме них, или который сделает их бессмертными, вот то, что на них нету никаких ограничителей, и что, вы знаете, особенно меня поражает эти шашни Путина с Кимом северокорейским. Потому что даже КГБ СССР, когда Северная Корея просила помощи в
наработки, значит, Мгм. оружейного плутония, то председатель КГБ СССР Крючков направил письмо суперсекретное членам Политбюро, в котором говорил о том, что что он не советует это делать, потому что совершенно непредсказуемый режим. Их Неизвестно, нельзя что это будет. контролировать полностью, Да. да. Путина, мне кажется, отличает, вот что. Мне кажется, с умом у него все совершенно в порядке. И это просто очень, расчетливая такая рептилия, и он выигрывает на каждом шагу, по-моему, и от каждого следующего действия. Но, как и любого психопата, его отличает действительно, некоторые особенности того, как он относится к риску, в отличие от Крючкова. Таким режимом, как вот тогдашний, ну, они были очень консервативны и осторожны в том, что не надо связываться с чем-то, что они не могут их полностью контролировать. А Путин, он, как любой психопат, в этом смысле немножко виндсерфер. Он как бы порождает некую волну, и он совершенно бесстрашен в том, как там будут повышаться ставки. А дальше чего-нибудь придумаем. И так получалось, что при каждой волне эскалации он выруливал. И выяснялось, что жизнь очень укрепляла в этом суждении, что это правильно было сделать. Еще повысить ставки, еще больше насилия, еще больше наглости, запугивая собеседника, запугивая оппонента. И у него есть эта вера, да, что вот он породил Кадырова, скажем, и кадыровцев. И дальше все вроде довольно складно получалось. И хотя полностью контролировать его нельзя, но все равно все вроде бы как надо идет. И он, наверное, верит, что так все устроено. Тут он рано или поздно сломает шею, наверное, да, и возникнет какая-то очередная вот Аль-Каида, да, как сейчас в Сирии, которая окажется еще более бесшабашной. Это известное свойство психопатов, и комбинация того, что они обычно бывают чрезвычайно харизматичные, убедительные, складные, гладкие, не боятся повышения ставок. И это всегда приводит к выигрышу на каком-то отрезке, потому что никто не может соответствовать такому росту ставок. У них это же доктрина эскалация для деэскалации. Но в Да, итоге конечно, за Илья, это но бывает цена потом обычно. ну, знаете, я не верю в гипотезу, что Путин бесстрашен. Мы с вами наблюдали на протяжении многих лет и вплоть до самого последнего времени, как Путин встречался со своими ближайшими министрами, которые 2 недели просидели на карантине, прошли через Это не эти про страх, это рамки. не про страх, это про того, что он считает целесообразным. Это надо было бы считать страхом. Это вот что, если я, с одной стороны, очень-очень хочу встретиться с этими министрами, и мне очень надо с ними встретиться близко, но я так боюсь, что я буду все-таки сидеть далеко. Но это же То не есть страх. он боялся Нет, заразиться ковидом он и считал, умереть. он считал это нецелесообразным. Он считал, что близкая дистанция может быть опасной, а далекая безопасной, а издержек никаких нет, почему не посидеть далеко. Мы все время приписываем ему человеческие чувства, и поэтому говорим про страх. Это то, что как мы себя повели, что мы вообще хотим как нормальные люди поговорить, но нам так страшно, что придется сидеть далеко, но он не такой, ему не надо сидеть с ними рядом. И про там запреты какие-нибудь и митинги говорит, он так боится, что он даже запретил этот митинг. Но ему же ничего не стоит запретить этот митинг. Дело не в страхе, а в том, что он считает целесообразным или нецелесообразным. Нам немножко правильнее, мне кажется, и проще думать про него как про такую рептилию, которая просто взвешивает, что лучше и что хуже. И главное, что результат показывает, что он был прав в своем расчете, что лучше бы не надо было бы ни этого разрешать, ни того разрешать. Надо. Он в этом смысле, наоборот, удивительно дозирует, мне кажется, террор и какие-то репрессии, и я не могу другого объяснения этому найти, как того, что это противоречит его представлениям о прекрасном, о каком-то фэншуе. Он не хочет, вот, чтобы было совсем вот как при Сталине, как при, не знаю, при каком-то Робеспьере. Он больше европеец, чем его окружение, на мой взгляд. И просто ему так не нравится. Я вот много сидел в питерских архивах, мемориала питерского, где очень хорошая была подборка вырезок из прессы, из его раннего какого-то периода. Я был ресерчером для Гессен и их книжки про Man Without Face, тогда вот лет 15 Мгм. назад.
Меня очень впечатлило все, что я там прочитал, потому что все эти ранние годы очень рассказывают про все, что произошло потом. Он, жил, ну, в реальности, которую очень сложно контролировать. И вот, он, мне кажется, понял этот алгоритм, что надо заварить такую кашу кровавого насилия, из ментов, бандитов, прокурорских, где он всегда будет на какой-то волне и быстро как бы двигаться вперед, повышая ставки этого насилия и забирать себе 30%. И тогда у него устойчивое какое-то нормальное положение. Не из корысти какой-то, а просто из того единственного способа, как всем этим рулить. Как он это видит? Он умеет делать вот эту одну вещь, и мне кажется, он ее очень отточил, при помощи и в сотрудничестве с его окружением, в широком смысле, и с аудиторией, и с народом. Как бы это некоторый диалог между ним и его аудиторией. Что он должен делать, чтобы все было складно, и дальше еще более складно. Я не снимаю с него моральной ответственности. Я буду ужасно рад, когда в итоге, до него долетит его собственная кувалда. Я думаю, что так это все должно закончиться. Ну, дай бог, потому что Это похоже на тост, новогодний тост. да, новогодний тост, да. Ну что ж, Спасибо вам. Илья, спасибо вам огромное. Я поздравляю наших слушателей и зрителей с прошедшими праздниками, вне зависимости от того, что вы празднуете, или праздновали Хануку, Рождество католическое, или будете праздновать православное Рождество, или вы справляете один Новый год, и потом, как у нас в России принято, потом обязательно есть еще старый Новый год. Я думаю, что скоро будет и старый Новый год. Короче, что бы вы ни праздновали, в любом случае хочется, чтобы в следующем году было мирное небо над головой людей и в Украине, и в Израиле, и в Сирии, и в Ливане, и во всех тех местах, где сейчас во множестве погибают дети. Взрослые, в конце концов, сами отвечают за то, что они делают. А дети ни в чем не виноваты, и они не должны умирать так рано. Женя, и спасибо вам. Я хочу от лица всех зрителей вашего канала пожелать вам продуктивного года, и чтобы вы дальше нас радовали, и вашей семье, и всем. Спасибо. Спасибо вам большое, Илья. Спасибо.